Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме, и сегодня у нас обзорчик в Муй Né, в курортной зоне, потому что нам попался ресторан немецкой кухни. Ну, здесь, естественно, не только немецкая кухня, но заглавное это. И я надеюсь, здесь будут те самые немецкие сосиски, по которым я и страдался уже много-много лет. Те самые вкуснейшие, жирные, сочные. Ну и, конечно же, может быть, немецкого пивка тоже прихватим. Мне очень понравилось, как здесь выглядит местечко. Вот ты едешь, его не видно, потому что оно все закрыто зеленью. И ты такой, оп, остановился, буквально, значит, припарковался, заходишь внутрь, и здесь такой микромирок свой, отдельное здание. Ты отгорожен от улицы под навесом какого-то огромного дерева, почему-то на котором растут два вида плодов сразу. И ты просто переместился в отдельный мирок, где хочется посидеть, где красиво и уютно. Что ж, потихоньку и начнем. Ну, полистав меню, конечно же, я обнаружил довольно приличные цены. И прежде всего это касается пивка, которое местное, я говорю, которое немецкое. И мы с Ромой взяли по бокальчику. Много такого не выпьешь именно из-за цены, потому что одна бутылочка стоит 139 тысяч донгов. Это какое-то, видимо, импортное, значит, немецкое. Как уж произносится, я не знаю, здесь появится. Что это за пиво? Самое главное, Роман, на вкус пахнет очень неплохо. Но это вкусно. Вопросов не имею. Это однозначно вкусное пиво. Конечно же, таких денег оно не стоит, но тут, понятное дело, наценки. Допивать до конца мы это сейчас прям не будем, потому что нам уже несут первые два блюда. Конечно же, это будут сразу немецкие сосиски. Ну, куда без этого-то? Мы сюда зачем пришли? Надо сказать отдельно про арахис. Вот, казалось бы, значит, пиво, все дела, хорошая закусочка должна быть. Но, ребята, ну это местный, обычный вот этот вот арахис, который толком и не соленый, даже и не отшелушенный. Ну, короче говоря, могли бы немножко заморочиться с закусочкой для хорошего напитка. Прошло примерно минут 20, и, соответственно, первые два блюда нам уже поднесли. А именно, это холодная мясная тарелка, нарезка всякого и копченые колбаски. Что интересно в этой мясной нарезке? Дело в том, что они утверждают, что это их собственное производство, которое подается с темным хлебушком, ну, с черным по-нашему, и что? И мариновками. Да, мариновки здесь тоже присутствуют. Огурчики я вижу, лучок вижу, какая-то зеленюха, да, и черри тоже имеется. Ну, давайте с нее и начнем. К сожалению, там не перечислено, какие именно это нарезки, но, честно говоря, выглядит вот это, ну, наверное, вот это может быть действительно их собственное производство, а вот это уж как-то, ну, не знаю, что ли. Давайте вот так посмотрим. Это выглядит прям промышленное производство, хотя почему нет? По вкусу самое же главное. Давайте я вот себе некоторый порцай выложу, потому что вот это вот прям, ну, прям нарезка, знаете ли, обычной ветчины, да, как вот у нас везде продается. Ну, посмотрим сейчас, ладно. Тут в середине еще буженинка. Итого, 1, 2, 3, 4, 5 видов мяс. А это хорошо. Опять же, маринованные огурчики. А лучок, похоже, просто свежий. Ну, я ничего против не имею. Мы с Ромой тут до конца так и не разобрались. Вот это вот здесь один это вид мяса или это все-таки разные? Потому что, ну, как-то части выглядят по-разному. Короче, поймем по вкусу, 4 или 5 здесь видов мяса. Давайте вот сразу вот этот большой кусочек вот так и заценим. Копчено, мясно, жирно, кайфово. И это действительно чувствуется, что домашнее производство. Потому что натуральный дым. Никакого вообще вопроса о том, что это какой-то жидкий дым, какое-то производство. Нет, речи быть не может. Это
домашнее производство. Я сам так копчу, я знаю этот вкус. Колечко лучка. Очень хорошо. А мариновка похожа на заводскую, хотя нарезана странно. Да, мариновка заводская. Сами не научились еще готовить. Это те самые, значит, корнишончики, которые вы купите у нас в магазинах, вот в этих вот баночках небольшие. Они мне не нравятся, как маринуют, я имею в виду промышленное производство, потому что у меня матушка маринует, ну, настолько крутой рецепт у нее всего этого дела, что я другие просто не приемлю. Мамуля, респект тебе и уважуха, как говорится, за тот рецепт, который я знаю. Я его сам делаю. А это сильно не дотягивает. Роман, потихоньку пробуй. Да, это то же самое. Соответственно, 4 вида мяса здесь. Следующая колбаска. Здесь интересно, что есть вкрапление. А вот такое, очевидно, это их домашнее производство. Ого! Это интересный вкус. Ни хрена себе, какая гамма. Ты попробовал вот эту? Ребята, там... Дайте-ка мне сейчас сосредоточиться. Это невероятно. Во-первых, вкусно. Это прежде всего. Во-вторых, там специи, начиная от, значит, таких обычных мясных, заканчивая какими-то десертными, я бы сказал. Ну нет, не корица, ничего. Это, ну-ка дай мне еще кусочек. Мне это напоминает это практически невозможно описать. Я не знаю, что сейчас Рома скажет. Это интересный, приправленный, как будто бы корица, как будто бы что-то сладенькое, но она не сладкая. Ты знаешь, мне напоминает, вот когда вот я еще дышу вот этим вот послевкусием. Горчица. Что? С горчицей как будто. И горчица там есть. Это такой достаточно интересный ваниль, очевидно, да? Да. Слушайте, вот это здорово. Вот это необычный вкус, и это точно их местное, как говорится, производство. Слушай, вот я не ожидал такое встретить, но это здорово. И теперь то, что более всего, на мой взгляд, конечно же, похоже на покупную. Ветчинка, як ветчинка. Вкусная, хорошая. Другой, опять же, вкус, нежели в промышленном производстве. Но, похоже, и правда сами делают. Похоже, и правда сами делают. Давайте быстренько бужениной, так сказать, контранем. Буженина соленая, конечно, страсть. Хорошо, что я ее не первую пробовал, потому что иначе бы остальные не попробовал за этой солью. Хорошая, вкусная. На мой взгляд, вот эта мясная тарелка одна из лучших мясных тарелок, что я пробовал. Сейчас опять народ нападет на меня, что там Костян продался, проплаченный и так далее. Да, ребята, ну я с удовольствием продамся. Да, заплатите мне вот такие рестораны, заплатите, я с удовольствием буду вас обозревать. Отзывы я буду оставлять свои. Заплатите, чтобы я вас обозрел. Так, а стоит у нас, значит, эта тарелка 150 тысяч. И эта тарелка, кстати, на двоих. У них есть тарелка ровно такая же, но поскромнее, 110 тысяч, и тогда это будет на одного. Роман, мнение по нарезке. Нет, мы уничтожим однозначно, тут вопросов никаких.
Вот все, что уже от нее осталось. Ну, давай. Все 4 вида нарезки офигенно мне понравились. Да. И полностью согласен, что это их производство. Больше всего мне понравилась буженина и ветчина. Ну, хорошо, продолжай, я просто потом. И пока я ел, у меня, знаешь, какое желание возникло? Взять багет такой поджаренный, его разрезать, засунуть все, что в этой тарелке, туда и на завтрак с кофеечком. Вот это было вообще топовое решение. В принципе, я с Ромой соглашусь, у них действительно очень крутое мясо, хорошее копчение. Меня поразил вкус вот этой вот кругленькой колбаски. Там и вкрапление бекона, очевидно, да, присутствует и так далее. Ну, то есть, это было интересно. Что из этой добавки? Здесь что? Ну, это какой-то паштет, а здесь уже начало таять. Давайте так быстренько попробуем и приступим уже к нормальному. Скорее всего, это для того, чтобы намазывать на хлебушек. Ну, я, вы знаете, не любитель мучного. Давайте так быстренько пробу снимем. Лук с маслом. Неплохо, кстати. Зажаристый, хрустящий лук с маслом. Симпатичный, вкусный куриный паштет. С кардамоном. Ой, нет, не с кардамоном, а как же он? С мускатным орехом, вот. Хотя, может, и кардамон есть. Это вкусно. Вот это прям вкусный-вкусный. Отличный паштет. К сосискам приступаем. А это специально для Романа. Теперь паштет. Давай. Ну, если с нарезкой и так все понятно, она неплоха, они действительно, очевидно, сами готовят, то в конце концов мы пришли сюда с сосисками. И вот первый из них. У нас будет их еще впереди некоторое количество. Давайте сразу так и пробовать. По большому счету, вся остальная сервировка ровно та же самая. Маринованные огурчики, свежий лучок, масло, хлеб, ну и немножко зеленюхи. Сосиска. Копченая, супер вкусная, мягкая. Соленая, капец. Ребят, на такой вкус можно и поменьше было бы соли класть. Я вон сливочного маслица вот так вот возьму. О. Рома, а у меня замечание. А где соусы? Какие-нибудь? Нет, лучок здорово. Мариновка. Отлично. Но вы знаете, нет, я понимаю, если вот эту штуку кушать, то тебе на одну сосиску пол-бокала пива уйдет. Вопросов нет. Но, ребят, какой-нибудь хотя бы кетчуп, еще что-нибудь. Вы знаете, я, наверное, первый раз скажу такое в своей жизни, но эти колбаски все-таки пересолены. Пересолены. Они вкусные, они копченые, они мягкие. Мясо там есть, но послевкусие только соль. Одна соль. Копчение и соль. А где специи? Вот к чему я. Дайте мне специи, дайте мне, значит, ну, что-нибудь, кроме копчения и соли. На этом все заканчивается. Но вот одну доел до конца и скажу так. Знаете, неплохо, но это... Туда напихать можно чего угодно. И, соответственно, лишь бы человек сидел, пил на свой напиток и копченую соль ел. Роман. Слушай, я давно уже заметил то, что тебе кажется пересоленным, мне нормально посолено, но здесь в данном случае для меня, по моему вкусу, уже на грани,
что чуть-чуть еще и будет пересолено. То есть здесь, да, я понимаю, о Ну, чем то есть ты для говоришь. обычного человека это пересолено капец как. По копчению, по копчености мне очень понравилось. Это прям вот натуральное копчение. Но мне знаешь, что не понравилось? Это консистенция самой сосиски. Она внутри слишком жидкая. Я бы хотел более плотную консистенцию именно самой сосиски. Ну, это от набивальщика еще может зависеть. То есть один набьет сосисочку, значит, поплотнее, так, другой, значит, послабже. И не хватает каких-нибудь специй и трав. Да, вот то, что ты тоже сказал. Ну, послевкусие у тебя какое осталось? Копчение И соль. и соль чуть-чуть, да. Вот на этом вся эта колбаска, к сожалению, заканчивается. Стоит она 120 тысяч. Если вкуснейшая, отличная нарезка мяса стоила 150, то вот это блюдо стоило 120 тысяч. Было бы неплохо, если бы не было настолько скучно. Я не назову это блюдо плохим, я назову его скучным. Ну, потому что, да, оно такое и есть. Сливочное масло, которое не соленое, прекрасно убивает соль. А лучок тоже хорошо. Едем далее. Надеюсь, следующие колбаски будут получше. Они и подороже. Что ж, господа, а теперь пройдемся уже по конкретным таким немецким сосискам-колбаскам. Первое, ровно так же, как и второе, стоит 190 тысяч. Первое у нас это грильная немецкая колбаска с картофельным салатом. Следующее. Кольцо домашней колбаски, подающееся с пюре. Здесь также присутствует горчицу. Горчицу они поставили нам отдельно, но мы для красоты уже сюда ее сервировали. По 190 тысяч каждая. Давайте приступать и пробовать. Нарезать, смотреть сочность, ну и вкус, естественно. Из серединки, ну, для начала без всего. Горчичка, салат подождут. Кроме кукурузы пока ничего не чувствую. Вот меня некоторые комментаторы в комментариях, соответственно, ругают. Костяну все зайдет. Костян пробует, и он пытается вытаскивать блюда и так далее. Но, господа, я их вытаскиваю, когда это необычный вкус. И когда это необычные блюда, которые мы с вами не привыкли кушать. Но когда ты кушаешь, черт возьми, колбаску, которая должна быть напитана прованскими, например, травами, каким-нибудь интересными, значит, вкусами. Окей, но когда я ем кукурузу, по большому счету вместо колбаски, у меня вопросы. Я Рому единственное, что останавливаю, когда он говорит, этот вкус хрень. Я говорю, Рома, хорошо, тебе не понравилось, только ты опиши почему-то хрень. Ну, потому что, хрень, это как-то звучит не очень, понимаете, да? Я хочу больше описать конкретно сам вкус. Ром, помимо того, что это хрень, скажи что-нибудь еще, хотя ты не пробовал, да, давай сначала, может тебе и зайдет, я не знаю. Серьезно, мясо есть, жуется здорово, все хорошо. Но я не съел нормальную, хорошую, вкусную немецкую колбаску. Я съел такую кукурузную мясную жвачку, что ли. Ну, что-то типа того. За 190 тысяч, господа. Понимаете, в чем дело? Картофельный салат. А вот это вкусно. А вот это прям здорово. Там внизу мясная подливочка. Холодная картошка. Прям холодная, поэтому особенно здорово сейчас. И это вкусно. Это с травами. Это
шикарная подливка в картошке. Короче говоря, картошка в 10 раз вкуснее. Ром, тоже обязательно сейчас попробуй. И, соответственно, давай вердикт по этому блюду тогда будем уже выносить. Ну, чтобы в целом все понять. Роман? Да, слушай, когда сказал про кукурузу, я такой думаю, блин, что за хрень? Я пробую. Я ни разу в жизни не пробовал сосиску, чтобы это по вкусу было один в один просто сладкая кукуруза. Это какая-то, ну, странная тема. Причем по сочности она отличная. Да. Если бы у нее был хороший вкус, это была бы 10 из 10 сосиска. Но вкус кукурузы, блин, я могу просто кукурузу за 10 деньгов купить и съесть. Что-то типа того. И это будет в 20 раз дешевле, понимаете? А картошка, да, она супер, отличная. А, да, вот, Ром, по поводу картошечки, расхвали ее побольше даже, чем я, потому что, ну, это шикарный, холодный салат из картофеля. Да, и еще зеленым лучком, если присыпать, будет вообще супер. И укропчиком да, еще там. да. Вот это вот все, это он и так-то хорош, а можно еще бафнуть, как говорится, слегка сверху. Ну, тут зеленюшки немножко накинуто. Не знаю. Это, конечно, дело вкуса, как всегда. Но вы знаете, мясную кукурузу я, ну, не готов к ней, скажем так. Я бы хотел, честно говоря, другого вкуса. Ладно, у нас есть домашнее, опять же, колечко колбаски, которое ровно в ту же цену. Надеюсь, она будет обладать другим вкусом. С этим закончили. Надеюсь, с этим будет поинтересней. Да вы что, смеетесь, что ли? Та же самая кукуруза. Ром, это то же самое. А как так? Это ж разные совершенно колбасы и подаются. Здесь колечко, здесь, значит, вот такая. Это две разные позиции в меню. Нет, другая. Она чуть-чуть, да, другая, согласен. Но один хрен кукуруза превыше всего. Она чуть-чуть другая, да, в ней присутствуют какие-то ноты дополнительные. Но черт возьми. Пюреха отличная. Пюреха выше всяких похвал. На сливочном масле, с молоком. Вкуснючая. Черт побери, пюре. Это, ну да, согласен, чуть-чуть отличается, но честно говоря, кукуруза. Да что с вами не так-то, ребята? Я приехал, мне вспомнилось, знаешь, вот это, забыл фильм название. Я приехал на нормальную перестрелку с нормальными мужиками. Понимаешь? Какого черта? Да что ж вы делаете-то? Где? Те самые. Куча трав, шикарнейшее мясо, сочащиеся колбаски. Где это-то все? На пюре я уже попробовал, оно офигенное, мне понравилось. Что касается вот колбаски, если сравнивать с предыдущей, то она мне тоже понравилась. Но если сравнивать с моим представлением о немецких сосисках, то это, блин, ничего общего не имеет. Вот и я примерно того же самого мнения. Ну, ты знаешь, может быть, после первой у нас не настолько уже, значит, вкус этой кукурузы, но он есть. Даже когда ты уже попробовал что-то супер кукурузное, после этого ты чувствуешь, и ее там вроде как поменьше. Ребят, а теперь вот расскажите, проплатили этот обзор или нет, когда вот я сижу и, значит, рассказываю вам вот это. Угу. Комментаторы. Пюре отличное, шикарно приготовленное, очень мягкое, на молоке, со сливочным маслом. Нежнейшее, вкуснейшее. Да я ровно так же приготовлю дома и будет вообще вот просто отлично. Ребят, что у вас не так с колбасками-то? Ладно, у нас впереди еще есть несколько позиций. Если там будет кукуруза, я не знаю что.
Вы, ребят, что делаете-то тогда? Едем далее. По поводу горчицы. Я ее уже заранее попробовал и скажу следующее мнение. Это ровно та самая, которая подается в бургеры. То есть кисло-сладкая такая, особенно кислая, с каким-то, знаете, вот этим клюквенным послевкусием, назовем его так. Мне бы хотелось, конечно, нашей ядреной, чтобы прошибало, но здесь можно вот это вот все съесть в раз и бургерная горчица для сосисок. Это называется обычная американская Ну, горчица. это вот это вот, которая, да? Нет, это... Ладно. Подъехали, наконец-таки, надо сказать, что минут через 10, следующее блюдо, а именно сырная колбаска с пюрехой и не знаю с чем еще, ну, видимо, соленье. Стоит оно 190 тысяч, что-то у них здесь все примерно в одну цену. И что интересно, мясной хлеб, который выглядит ровно так же, он стоит 170 тысяч. Его сейчас попробуем, а колбаску оставим в конце. Я надеюсь, сырная это хотя бы будет без кукурузы. Короче говоря, к мясному хлебу. Заценим хлебушек. Без всего для начала. Да вы что, обалдели? Супер соленый мясной хлеб с кукурузой. Ребят, у вас все это так? Да это что такое-то? При этом, что это очень соленое. Это как вот эти вот первые колбаски. Не, ну это никуда не годится. Ну что это, что такое? Картошечка хорошая. Салат. Свежая зелень, приправленная мазиком. Все как надо. Ладно, давай сразу быстро вот эту. Серьезно, здесь даже говорить, ну ладно, Рома скажет. Сырная. Сыр вроде как есть. Ну и вы знаете, я уже с некой опаской пробую сырную. Надеюсь, она будет сырная. Но ведь можете. Можете. Соли, конечно, страшная сила сколько. Но это второй вкус, который я за сегодня почувствовал среди этих колбасок. Первое. Здесь не было кукурузы, да? Третий вкус. Первая колбаска была копчение и соль. Все следующие были исключительно кукуруза. Ну, соли, может быть, там немного. Ну и, наконец, здесь некое разнообразие. Здесь очень, опять же, много соли. Но слава тебе, Господи, сыр. Это правда. Это сырная колбаска. Сочная, отличная. Все с ней хорошо, но она крайне пересолена. По поводу же пюрешки, господа, здесь нужно отдельный респект выразить тому человеку, кто ее готовит. Это нежнейшая вещь.
Вот вы знаете, мне здесь больше всего сегодня понравилась именно пюрешка. Это волшебная, воздушная совершенно взвесь, которая и травами-то приправлена, и на молоке сделана, и со сливочным маслом, и приятная консистенция. О, это одна из лучших пюрешек, которую я вообще, в принципе, когда-либо пробовал. Ну и быстренько попробовать, что здесь у них в качестве квашеной капустки подается. Это не квашеная, это тушеная. Тушеная капуста. Вот это блюдо отличное. Если абстрагироваться от всех предыдущих блюд, то здесь что мы имеем? Сырную соленую колбаску, хорошо, здорово. Прекраснейшее пюре, замечательная тушеная капуста, немножко, значит, овощей и трав. Вот это здорово. Это лучшее блюдо на сегодня. Вот оно, господа. Это лучшее блюдо сегодня, которое мы попробовали. Ну, Роман, налетай и, соответственно, твое мнение. Ну вот мясной хлеб, не особо мне понравился. Это, знаешь, нечто среднее между местными митболами, только более сочный, и плюс еще супер пересолен. Кукуруза, да, где-то тоже вкус кукурузы присутствует, как и в той сосиске. Я бы сказал, он не то, что где-то присутствует, он там чуть ли не превалирует. Ну, хотя нет, в этом случае превалирует соль. Да, очень соленая. Ну и здесь. А вот эта сосиска, да, это крутая штука. Опять же, только соли нужно меньше. Ну да. Но она, знаешь, что-то мне напомнило, как те сосиски, которые мы пробовали в Фантете в бельгийском ресторане. Ты знаешь, я в данном случае скажу так. Ребята, это название немецкий ресторан. То, что вы подаете, такое впечатление. Я в Германии, признаться, к своему стыду не был. Но такое впечатление, что вряд ли, приехав в Берлин, в Мюнхен, в Баварию, еще куда-нибудь, я увижу вот это. Скорее всего, я увижу что-то другое. Ребят, представляя национальную кухню, необходимо что-то делать по-другому. Ну, очевидно, не кукурузу, знаете ли, с мясом замешивать. Что же сказать? Вопрос о толстых, вкуснючих, жирнючих, шикарнейших немецких колбасок остается по-прежнему открыт, потому что здесь мы, к сожалению, этого тоже не встретили. Где-нибудь найдется это, я уверен, скорее всего, все-таки здесь большие обширные просторы, и мы где-нибудь, когда-нибудь это найдем, но, к сожалению, не в этот раз. Из того, что можно здесь отметить, шикарная атмосфера. Очень уютненькое местечко, классное обслуживание, и действительно, ну, ты приходишь сюда и чувствуешь такой, да, здесь можно покушать. Но, к сожалению, в моем случае не за тем, зачем я пришел конкретно. А блюд здесь много. Например, здесь есть и фо-бошки, и азиатские блюда, осьминоги, кальмары и прочие креветки и так далее. Да, конечно, все это в наличии здесь. Можно заскакивать. Но то, ради чего я сюда зашел, к сожалению, я сегодня здесь этого не обнаружил. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Ну и, господа, будьте поаккуратнее, конечно же, с пивом в таких местах. Потому что обычно цена за Тайгер, вот этот Кристалл, стоит 23 тысячи донгов. И здесь они по 50. Поэтому и ценник такой вот у нас получился здоровый. Ну, что поделать. Что из этой добавки? Здесь что? Ну, это какой-то паштет, а здесь уже начало таять. Давайте так быстренько попробуем и приступим уже к нормальному. Я сказал к нормальному, но я просто жду сосиски. Очень хочу сосисок. Подожди, а там я пилю деревяшку. Стой. Иди сюда. Вот так. Да ты целый кусок бери, ты что ты? Он уже такой с осторожностью, ну его нафиг, я целый не хочу.